Всім привіт! І слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі, а я з України. 40-й день войны Украина сражается. Вот уже третий день, как я посетил Гостомель. И, честно говоря, думал, значительно проще будет все пережить. Но размышления в эти дни приводят к тому, что уничтожение авиационной техники, инфраструктуры всей в аэропорту Гостомель не были случайными. Не все уничтожено, только даже малая часть уничтожена прямым попаданием бомбы или ракеты, а все остальное уничтожено в результате умышленных действий. Такие самолеты, как Ан-74, Ан-72П, который находится в тесном контакте с другими самолетами, которые не пострадали, Ан-26, Ан-140, Ан-28 чужой авиакомпании сгорели полностью. Я могу предположить, что это могло произойти только в результате умышленного поджога этих самолетов. Еще многочисленные пулевые отверстия, которые вы тоже видели. Это не результат боев, которые происходили вокруг этих самолетов, а это просто банальный расстрел. То есть стояли и поливали из автоматов каждый самолет в отдельности. То есть те, кто пришел на аэродром, отлично знали, какие самолеты действующие и какие необходимо в первую очередь вывести из строя. Потому что практически, кроме одного Ан-12, в который прилетело что-то, не были повреждены. Даже наш самый первый Ан-124, вы его видели на фоне Ан-72П, стоит абсолютно невредим. Ну, потому что ему уже место в будущем, скорее всего, что только в музее. Его не тронули. Ан-22. Несколько наружных повреждений, много пулевых отверстий. И очень интересно это отверстие в верхней части фюзеляжа, в котором обшивка вывернута наружу. Вопрос, как это могло произойти? Наружу можно вывернуть только взрывом изнутри. То есть кто-то пришел и, или гранатометом, если бесстрашное, или каким-нибудь взрывчатым веществом, прикрепленным к потолку, был произведен взрыв и поврежден самолет. Можно сделать вывод. Единственной целью было уничтожение всей документации технической, летной, уничтожение всех электронных носителей, все, что связано с конструкторским бюро, с авиакомпанией. Зачем? Или проще, почему это было сделано? Потому что план был захват всего, что находится на аэродроме в Гостомеле с целью дальнейшего использования в Раше. И я очень не удивлюсь, если вдруг через какое-то время с целью шантажа или с целью какого-то обмена появится где-нибудь на просторах необъятной Рашки информация и сама документация полностью, которая была украдена в Гостомеле в эти дни. Вторая часть разговора, как и обещал, расскажу о посещении нашего нового руководителя. Именно сегодня я был у него. Поговорили с Евгением Павловичем о будущем нашего предприятия. Именно с точки зрения, как я, как пилот, вижу дальнейшее развитие государственного предприятия Антонов. Я в первую очередь вижу, что необходимо спасать имидж имени конструкторского бюро, которое было значительно подмочено
и репутация немножечко пострадала в результате бездумных действий прежнего руководства. Далее, необходимо срочно спасать авиакомпанию и найти нового руководителя, который сформирует оперативно новую команду из тех, кто работает у нас. Может быть, будут привлечены какие-то внешние силы для того, чтобы наладить работу. Авиакомпания сейчас переехала в Лейпциг. Соответственно, надо создавать новый центральный офис. Необходимо уже сейчас разрабатывать планы и незамедлительно начинать действовать для того, чтобы как можно быстрее была восстановлена инфраструктура здесь, в Гостомеле, чтобы развивалась наша авиакомпания, чтобы развивался конструкторское бюро. И очень важно на данном этапе привлечь всех желающих, у кого есть огонь в глазах, желание помочь родной авиакомпании, а не сидеть, ждать, пока закончится война, и дядя придет и поможет возобновить всю работу конструкторского бюро авиакомпании. Привлекать именно таких людей для работы на этом первоначальном этапе и в дальнейшем использовать их как основную движущую силу. Это кратко. Как резюме могу сказать, разговор получился. А сейчас авиация. Хочу показать сюжетик. Это первый сюжет, в котором я попытался наложить радиообмен на видео. Вот получилось. Это произошло во время командировки 3,5 года назад, даже чуть больше, уже почти 4. В 2018 году, когда мы выполняли рейсы из Чили на Боливию. И вот одна из посадок в Боливии уже с радиообменом. Погода была замечательная, поэтому смотрим, узнаем, кто летал, знакомые места в Боливии. 400 бар высота, 7,5 удаление. $350 высота. Оцениваем. Визуально идем. Высота 300. Садимся. Удаление 5,5. Удаление 4, высота 250. Минимум. 200 метров. Фары больше. Фара больше, сэр. Удаление. 150. Высота бара 150, круг 350 метров смещен. Есть. 120 100. бар высота. Впереди земля. 100 метров 7. 1,5 удаления. 80. 60. 70. Полсотни. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15. Опасный Режим спуск. ПМГ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. 1 метр. Реверс. Посадка. Скорость 260. Дерцентровочно. Зеленым горят. 240, 230, 220. Реверс максимальный параметр нормы. 200, 190, 180, 170, 160, 100 полсотни контроль реверс. Реверс. 140, Повышаем. 130 скорость. Реверс 0. Левой тормозить. Левый меньше тормозить, А. наоборот. Fuera 09.
526, muy buenos días. Es número 2 en la secuencia, pista número 17. Viento Сколько там у нас? 3002, sector parcial Понял. 1016, zona controlada 1106. Continúa el rodaje con precaución, a punto de espera Bravo y notifica en punto de espera número 2 en la secuencia. Como número 2, con 3002 a punto Bravo. 520, calle rodaje Bravo, si me autoriza ingreso a pista umbral 17. 520, con precaución está autorizado ingreso umbral pista 17 y notifique listo la salida. Pista ingreso umbral 17, llamo listo para la salida parcial obrera 520. Atento, por favor, mantenga posición. Mantiene el 526. 526, como número 2, está autorizado área de viraje, notifique establecida. Autorizado área de viaje, notifica restablecido 526. Так, самолет на стояночном, включаем потребителя, докладываем о готовности к включению. Слава Збройним силам України, слава Україні і смерть ворогам. І я точно знаю, що обов'язково далі буде. До зустрічі завтра. Пока.